За года два потратил $1007. Где встречаемся? На парковке, в машине. Деньги отдал, получил, посчитал. То есть я переписываюсь в Телеграме даже не с тем, кто со мной сейчас сидит. У него есть 500 000 злотых, он может дать их тебе. Я привык руками 3, 4, 5 бумажек. Друзья, всем привет! На связи Стас, канал о бизнесе в Польше. И сегодня говорим про криптовалюты. Как вести этот бизнес. Со мной рядом Дима. Не просто так, если что. Это не просто прохожий. Человек, который занимается криптобизнесом в Польше. Поговорим про обмен крипты, чуть-чуть про налоги. Вообще, как этот бизнес должен выглядеть. Кто ты и как давно в Польше? И расскажи предысторию, каким бизнесами ты занимался до этого. Всем привет, я в Польше уже 9 лет. Приехал с Украины, с города Запорожье. Или хостелы, хостельный бизнес. Было 2 дома на заселение 100 человек. Ага. Продал? Продал, естественно. В плюс или в минус? Да, плюс-плюс. И с женой семейный бизнес, бьюти-салоны красоты. Угу. Обожаю. Перед началом хочу вам напомнить, если вам нужна помощь в старте и развитии вашего бизнеса в Польше, регистрация компании, ИП, оптимизация налогообложения, снизу под видео вы найдете все ссылки. Будем рады с вами сотрудничать. Да. Дима, чем ты занимаешься в компании? Расскажи. Ну, я, получается, больше веду такие организационные моменты по как бы, с персоналом работа, организационной, по отчетности бухгалтерской веду. Угу. И, собственно, ты занимаешься и вопросами там, по налогам, по принятию решений, там, по общению с бухгалтерией, я так понимаю? Да, в основном контакт идет со мной, С тобой. с бухгалтерами, адвокатами, нотариусами, более такие правные вопросы, потому что тоже они возникают в процессе ведения бизнеса, он новый и, скажем так, в пути постоянно узнаешь каждый раз какую-то новую информацию. Даже если ты ее слышал, ты ее потом слышишь по-новому. Вопрос такой, легальна ли крипта в Польше? Твое мнение? Да, но крипта легальна. Но какие есть нюансы, вот если для человека, который смотрит это видео, что ему важно понимать? Крипта... То, что многие до сих пор думают, что крипта нелегальна там, в Польше, да? Открываются криптообменники, они открыто. То есть это же не какой-то там скам-проект, что как бы ты открылся. Ну да. Биткоин-маты в каждом торговом центре стоят. Покупаешь крипту, снимаешь крипту. Фирмы давным-давно работают. Те фирмы, которые поняли, как работать с криптой, как считать бухгалтерию. Понятно, когда у тебя бухгалтер там 70 лет какая-то женщина, ты ей скажешь, смотри, я купил крипту и хочу этой криптой оплатить в Китае там какой-то товар или в Турцию. Она такая, о боже, нет. Крипта в Европе легальна, но она не оценивается как национальная валюта. То есть ее... То есть крипта это товар с точки зрения польской Даже не товаром, товар больше так, если по-простому объяснить, это более по бухгалтерской части, да, что товар купил, товар продал. А так она оценивается как не национальная валюта, то есть у нас банк ее не выпустил, но это как электронный фиатный актив, а-ля что-то такое. То есть это ближе тогда к акциям, условно, как на бирже, там S&P 500 или нет? Нет, больше это как, не знаю, как электронный доллар, да, ты купил электронный доллар. Окей. Да, то есть ты можешь пользоваться, тебя за это никто в тюрьму не посадят, что у тебя биткоин или у тебя USDT на счету, да. Ты спокойно можешь им пользоваться, спокойно можешь им расплачиваться, но отвечаешь за транзакции только ты и человек, который с тобой производит обмен. Да. Как ты пришел к крипте? В крипте, все это время параллельно занимался, интересовался, смотрел, что это такое, как бы что-то там клацал, устанавливал кошельки, биржи, пытался продать. В общем, все, что можно было попробовать, попробовал все. Ага. Ну, естественно, за года два потратил $1007. Ага. И сделал паузу, так, года на пол, думаю, все, ладно, хватит, ничего не получается. Как вообще появился криптообменник? Да. Позвонил товарищ, говорит, надо 20 тысяч USDT, говорит, получить наличку, говорит, как это сделать? Я говорю, ну сейчас давай. Ну а ко мне обратился, что слышал, что я там вроде что-то там делал, что-то там. Начал звонить, смотреть сначала по интернету, по Гуглу, везде польские обменники, там какими-то курсами по 8% было на то время. То есть он хочет, у него есть 20 тысяч, еще раз конструкция, у него есть 20 тысяч Да, USDT. 20 тысяч USDT ему хотят выслать. Да.
И что он хочет Получить наличку. получить наличку условно в Польше. Да. Да, и ты начал ему помогать в этом, видишь курс на обмене 8%. Да, начал комиссия. звонить по знакомым. Да. Позвонил другу, говорю, шаришь, нет? Шаришь в этой теме, да. Он такой, сейчас дам тебе контакт. Говорит, позвонишь. Звонит мне через час, звоню в Телеграм. Мне Да. говорят, встретиться в отеле, тут где-то в центре. Говорит, подъезжаешь на рецепцию, звонишь мне, все сделаем. Окей. Я приезжаю, звоню, выходит какой-то мужчина. Говорит, привет, привет. То есть я переписываюсь в Телеграме даже не с тем, кто со мной сейчас сидит. Мгм. А с каким-то другим, да, штрихом? Да, который дал мне друг, а это дал этого. В общем, я ему скидываю 20 тысяч USDT, это мол, с кем я переписываюсь в Телеграме. Мгм. По факту не знаю даже, кто это. Он получает, этот мне дает наличку, все, я уезжаю, я такой. За эту транзакцию я там заработал где-то $250. Я такой, ого. Могут ли фирмы в Европе оплачивать и получать крипту на счет? И как это практически происходит? Условно, можешь ли ты со своей фирмы там, продать кому-то крипту там, в другую юрисдикцию и наоборот, там, получить от В какой-то? другие страны ЕС или по Польше? По ЕС. По ЕС, ну, тут смотри, по ЕС у каждой страны юрисдикция как бы общая, она как бы похожая, то есть это AML, да, так если Да. взять там по количеству суммы и так далее, там транзакции, проверки и так далее. А если взять касательно внутренних стран, то есть в каждой стране, это надо будет внутри этой страны узнавать там касательно этой транзакции, и когда он ее хочет там вывести, где-то обналичить, легализировать, надо будет тогда узнавать по налогам. По его стране, да? По его стране, потому что ну, я каждую страну не могу знать, Ну, я понятно. больше по Окей, Польше окей. ориентируюсь. Ну, Там в Испании там очень жестко, там вообще, если там покупаешь крипту больше 1000 евро, там вообще с тебя там... штраф еще? Не штраф, имеется в виду AML берут, откуда ты деньги, типа, покажи доходы, то есть такие там, сумма больше 1000 евро. Там все да. серьезно, то есть ну, там понятная причина, там много трафика с Африки. Но по факту приходит компания, то есть мне нужно будет ее тоже там AML сделать, потому что я должен понимать, чем источник дохода, да, компании, чем она зарабатывает. И он, если хочет произвести, мы можем заключить договор купли-продажи криптовалюты, что будет доказательством. Плюс, если вам потребуется, ну, я думаю, это по-любому для компании нужно будет фактуру выставить. объясни, почему люди этим пользуются? В чем как бы суть, в чем соль? Почему не делать какие-то транзакции в фиатной валюте, условно покупать что-то за доллар и евро? Зачем люди это используют? А вообще для чего создан USDT? USDT, он привязанный к доллару, он всегда равен 1 к 1 к доллару, да? В отличие от другой криптовалюты, которая волатильна, там биткоин сегодня 60, завтра 30. То есть, имея у себя на кошельке USDT, 100 USDT, он тебе всегда, сегодня, завтра, через неделю, через месяц будет стоить $100. То есть ты не теряешь на волатильности, если она у тебя на кошельке. Приведи какой-то use case, то есть пример того, зачем люди транзакции делают в крипте, а не просто высылают друг другу деньги с карточки на карточку, условно, либо с компании на компанию. Скорость, простота. Ну, допустим, если мы возьмем банк, банковский пшеловнем с Украины, тебе надо отправить в Америку. Тебе, во-первых, надо... Или возьмем в Польшу, да, ты в Польше находишься, тебе надо сделать какой-то... отправить деньги в Америку, в Китай. Тебе для этого надо банк. Это энное количество времени. Сейчас не всем украинцам сложно все так открывают банки. Потом, если тебе... Ты имеешь в виду счет в банке? Счет, да, в банке. Потом тебе еще прийти туда положить, допустим, 20 тысяч евро. Тебя спросят 25 раз, что за деньги, зачем, что, почему, куда отправляешь. Тебе надо отправить на другую сторону, другому человеку, который находится... Они будут идти неделю, да? Да, там все по переводам, банковские переводы, не знаю, заплатить за конвертации в валютах, заплатить банку за эту операцию. С той стороны человек получает, так же само должен иметь счет в банке, так же само получит 20 тысяч, ему спросят, а что за деньги, расскажи, что, почему, зачем они тебе надо. Ну, то есть, сколько случаев, сколько банков, когда банки блокируют счета, спрашивают, твои деньги, не твои деньги. Окей, то есть Что криптовалюта делаешь? позволяет упростить этот весь процесс и сделать... Отправить, да, отправить. то А есть какой-то у тебя отправку есть денег. пример между Украиной и Польшей? Вот зачем люди использовали твою услугу между Украиной и Польшей? С какими целями еще? Ну смотри, у тебя 50 есть, тысяч допустим, в Украине, долларов. ты продала квартиру, да, ты говоришь 50 Да. тысяч долларов. Ты собрался ехать в Польшу. Да. У тебя какие варианты перевести деньги? Ну, и либо завозить их через границу в серую,
не декларируя, либо задекларировать их на границе. То есть это два варианта. Ну да, или Либо ты- третий вариант — положить их на счет, на долларовый, с которых потом ты снять их не сможешь. Ты сможешь их только тратить, но перевести их со счета долларового на польский долларовый счет ты не сможешь, потому что валютные операции в Украине запрещены сейчас. Ты не можешь доллары и валюту вывести из Украины, выслать. НБУ запретил. Ну, смотри, есть два варианта. Ты в Украине находишь такой же криптообменник. Можешь так же самое написать нам. Через наших партнеров покупаешь крипту, то есть USDT. У тебя он на телефоне или там на холодном кошельке. Все, ты приезжаешь в любую страну, и так же самое можешь это все обналичить. Найти криптообменников, их сейчас очень много, они появляются везде, на каждом шагу есть биткоин-маты. Ну, понятное дело, там ты большие суммы не снимешь. Есть сайт BaseChange, где ты заходишь, вписываешь город, пишешь, что ты хочешь сделать за операцию, тебе на карте показывается, где ближайшее, где ты можешь найти. Или еще проще, даже тебе не надо не иметь ни криптокошелек, ни, ну, даже не разбираться, что такое крипту, как поменять, как установить. Просто приходишь в отделение в Украине, будь это Киев, Львов, Запорожье, 26 городов по Украине. Даешь наличку, создается заявка, ты даешь наличку в кассе в Украине. Пересекаешь границу? Нет, ты остаешься там в Украине. Тебе надо, допустим, деньги кому-то передать. Окей. Ты даешь деньги там, через полчаса ты можешь забрать их тут в Варшаве, в Канаде, Условно так. в Португалии. То есть так называемая перестановка. А-ля как Western Union, только дешевле, ты за транзакцию заплатишь 0,7, 1%, 1,5%, в зависимости от куда, в какую страну. То есть перестановка денег, ты там отдал, получил в другом месте. То есть это тоже можно сделать через криптовалюту. Давай приведем какой-то пример с транзакциями. Допустим, ты можешь мне как с пулка продать криптовалюту? Что я вот должен сделать? Я к тебе прихожу и говорю: Дима, я хочу у тебя купить 5000 USDT. И что, ты можешь мне их продать? То есть это легально? С пулки? Не, а если физлицо? Вот сначала физлицо. Ну, ты приходишь, это выглядит по факту очень схоже обычный традиционный кантор. Обмен валюты, то есть это обмен криптовалюты. Просто что вместо физических баксов ты мне просто перешлешь. Цифровую валюту, эту криптовалюту, да. По всё. факту пришел, отдал мне деньги, проверили их на машинке, на подлинность, все окей, все сходится, отняли комиссию и получил на свой счет. Если я На там баланс прошу, ты счета. мне можешь выдать какой-то чек или какую-то бумагу, да, что я... Это будет как выписка с банка. Окей, То есть окей. это будет написано, где ты поменял, сколько поменял, кто ее принял, когда, там, ну, условно, она похожа на банковскую выписку. Обычно это экселевская распечатка. Или ты идешь по улице, тебя останавливает патрульная служба, да, и говорит такой: здравствуйте, откуда у вас такие деньги? Ты такой: ну вот, поменял в обменнике. Хорошо. И ты зарабатываешь на, по сути, курсовой разнице, да? Да, сейчас? да. Ты не берешь процент, ты не зарабатываешь, ты как бы не меняешь деньги один в один, ты зарабатываешь на курсовой разнице. Не процент, то есть обмен идет USDT и доллар, это всегда приравнивается один к одному. Один к одному. Да, то есть просто на данный момент, если ты хочешь купить, ты платишь 2%. Да. Если ты хочешь продать USDT, то ты или один к одному идет обмен, 10 тысяч на 10 тысяч, То есть если иногда ноль. может быть доплата, да. Иногда ты мне можешь Да, доплатить. могу тебе доплатить, когда большой спрос на рынке. Заходите. Заходим, не стесняемся. Дим, давай расскажи, где мы сейчас находимся, что это за локация и чем вы тут занимаетесь. Это у нас офис, где происходят все сделки, где можно прийти поменять, поиграть, выпить водички. Окей, то есть, короче, клиенты приходят сюда, вы им даете деньги со шкафа, да, считаете, и рассчитываются они и уходят. Да, правильно? да. Окей, как это выглядит на практике? Я хочу, допустим, 5000 обменять. Мы можем мне там что-нибудь Ну, на посчитать? практике, да, сначала все заявки идут, то есть человек, когда приходит к нам в офис, он уже приходит с какой-то заявкой, у него есть код. То есть оператор составляет заявку, человек или пишет или в директ в Инстаграм, в Телеграм, или звонит, или оставляет заявку на сайте. Обговаривается, что хочет или продать, или купить, какая сумма, какой процент. Оператор делает заявку, обговаривается время, и человек приходит уже с подготовленным кодом на получение или выдачу налички. Отлично, вы досмотрели видео до этого момента, значит, вам реально интересна тема бизнеса в Польше. Если так, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. А если вам нужна профессиональная регистрация компании, ИП, ведение польской бухгалтерии или консультация по запуску бизнеса в Польше,
Внизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Давай про налоги. Ты у нас больная эксперт тема. по налогам в крипте. Значит, вопрос номер один — это какие налоги нужно оплатить в скрипты, если у тебя есть фирма в Польше? Если их, наверное, надо поделить на два. Есть одноособова діяльність господарча, да, то есть там платится 19% идет. Если же взять спулку, там 9% идет. Мгм. От подоходный налог. Мгм. Если взять непосредственно крипту, то она налогом не облагается. То есть она вату не подлежит. Мгм. То есть крипта не подлежит вату, ват не возникает во время каких-либо транзакций, Да. что в принципе логично, потому что если бы ват возникал, то там вообще бы как бы Непонятка была. непонятно на чем зарабатывать, и Да. имело бы это смысл, да? Давай с налогом. Давай сейчас сначала первое это про спулку ЗО, потому что это важнее для людей. У большинства будет, скорее всего, спулка ЗО, потому что ограниченная ответственность этой спулкой и, ну, скорее всего, так. 9% налог на прибыль, да, ЦИТ. ЦИТ-8. Да. ЦИТ-8. Что дальше? Это ж не все налоги. Что вы деньги не выводите себе или вы там выплаты дивидендов? Ну, если же выплачиваются налоги, ну, первый год мы вообще не трогали деньги, по факту, оно в обороты дальше крутится, потому что здесь очень важна капитализация, от капитализации зависит оборот, потому что бизнес очень низкомаржинальный. Вот, если думают все, что здесь такие прям проценты мега, то это большая ошибка. На сегодняшний день с такой высокой конкуренцией. А так, да, и здесь получается 9% подоходного, если же выводится, естественно, оплачивается подоходный налог сотруднику, то есть в таком плане. Окей. Так то же есть- само трудоустраивается работник на там, умово заценя, да, и если же выплачивается, так же само идут ЗУСы, все как в обычных То есть, по спулках, сути, ничего все секретного. то же самое, что и в обычной спулке. Да. Ты, если бы занимался, я не знаю, транспортными услугами, клининговыми услугами, я не знаю, товар продавал какой-то, то у тебя было бы ЦИТ 9%, корпоративный налог, до оборота, кстати, в 2 миллиона евро. Да, так же само, Да. до 2 миллионов То есть евро, потом после 2 миллионов, переключается. потом ты платишь 19 корпоративный налог и все. Но это если возникает чистая прибыль, правильно? То есть Да. мы же платим от чистой прибыли. Расскажи какой-то ваш кейс или пример месяца. Как у вас? Часто у вас чистая прибыль возникает? Либо вы все укатываете в ноль или в минус? Как это вот обычно работает? Ну, тут здесь уже зависит по-разному. Тут здесь можно сойтись к тому, что если, например, месяц был закупочный, потому что можно закупать, допустим, тизера, и на конец месяца, если ты закупил тизера в большом количестве, да, то оно может пойти в тот же убыток. Вот. Либо же у тебя были высокие расходы на ту же рекламу. Реклама здесь съедает большую часть, так как ее очень сложно делать с криптовалютой. Она не дружелюбна ни на Google, ни на Инсте, ни на Facebook. Это вообще там закрытая тема. Сразу сносят. Сразу Вот, банят, да? Да. И на рекламу очень много уходит, потому что тяжело найти специалистов. Есть, ну и плюс разные операционные расходы также присущие. Так как оно падает к нам, оно считается как товар. То есть, условно, это можно отнести к нише любой. То есть вы закупаете сначала товар, а потом вы его продаете. То есть вы его закупили, это у вас идет расходы. Потом, когда вы продаете и у вас появляется разница, это называется уже вот разница, в которую вы платите потом. Дельта, от которой Дельта, платятся да, налоги. платятся налоги. То есть, условно, я что закупил 10 тысяч USDT, что я закупил 10 тысяч ручек, да? Да, ну, то есть ну, можно аналоги привести. Мы занимаемся, допустим, обменом криптовалюты. Да? Появляется компания, которая появляется у него, допустим, какой-то третий контрагент, которому необходимо оплатить услуги за товар там, или еще что-то. Он приходит и говорит: Дим, мне нужно купить USDT. Мы приходим, он оплачивает мне там налом, как у него там по кассе оно идет. Я принимаю и после этого отправляю ему USDT. Он То его есть зачисляет товар, на баланс. то есть товар. Ну, как баланс, да, товар. Он за него налог не платит. И у него это идет как расход. У него это расход, потому что он закупил товар, у Да. тебя это, по сути, прибыль, потому что меня продажа, он да. тебе за это заплатил. Да, совершенно верно. И он диверсификацию делает, по сути, для компании, это какую-то там сохранять, допустим. А второе, он также само может им рассчитываться. Например, какая-то компания там, маркетинговых услуг решила ему предоставить и говорит: мы хотим получать оплату в USDT, там, в тезере. Он говорит: хорошо, могу. Заключается договор, на котором описывается, что идет расчет в таких валютах. И, соответственно, переводя ему, этому контрагенту, которому поставляет услуги маркетинговые, да, он рассчитывается тезером. И у него это есть на бумаге, то есть это имеет законное То основание. есть, условно, прикольная модель, да? То есть, условно, ты рассчитался с контрагентом товаром.
такой да, бартер и получился, да. получился бартер. Ну, не бартер, а ты как бы с ним Ну, рассчитался товаром. Он товаром, тебе сказал, да. я хочу от тебя там 5000 USDT, либо условно там он бы мог сказать, я хочу от тебя 5000 ручек за свою Да. работу. И ты такой раз. перейдём. Единственное, я так перебью, не успел договорить, там момент с бухгалтерией нашей, тут традиционной, да, те бухгалтера, которые ведут традиционные компании, там, логистики, трудоустройства, строительства и так далее, ну, то есть перечислять можно долго. Салоны красоты. Им, когда, да, когда им называешь, то есть человек, который ведет этот бизнес и приходит к своему учинговому, да, бухгалтеру и говорит, я хочу купить тезер, а человек на него смотрит, и он говорит, а куда я его запишу, как мне его провести? Она не понимает. Она не понимает. И потому это и на сегодняшний день камнем преткновения для обычного рядового предпринимателя, который хотел бы, допустим, так сохранить свой там, капитал свой, как-то уберечь его, оставить там на потом, там, условно реализовать его, или же обналичить, либо же потом рассчитаться с кем-то. Чингова не знает, как его провести. Она не понимает этого. Нету образовательной сферы, то есть и законодательный уровень на сегодняшний день, то есть дает право пользоваться, но никто не знает как. Не знает как, не понимает на сегодняшний день. То есть это еще индустрия криптовалюты развивается в Польше. Они хотят ее легализировать, они хотят ее внедрить, но еще сами не понимают, как с ней работать. Немаловажно, надо всех, кто производит обмен, должен пройти курс по ML. Anti-money laundering. Да, да, Окей. да, чтобы ты, человек, который производит транзакцию, мог разбираться, можно ли этому человеку продать или нет. То есть перед транзакцией свыше 1000 евро человек должен прийти email, дать свои паспортные данные, ты должен им сверить. То есть человек, если с тобой делает обмен через твою организацию, то ты должен у него взять паспортные свыше 1000 евро. данные, такой закон. сверить и убедиться в том, что он там условно не отмывает бабки. Да, и он подписывается, там такая строка, что эти деньги не связаны с террористом, с наркотиками, ну и всякими разными. И ты такой курс проходил? Да, да, да. У меня есть сертификат, что я имею право, там так же самое есть у моего партнера и у нашего работника, кто сидит на кассе. И насколько сложно такой курс пройти? В конце идет созвон Со специалистом? Да, он задает вопросы, ты проходишь, что ты все понял, как это делается. И всё. Окей, давай еще раз подрезюмируем, что нужно, чтобы легально вести такую деятельность. Давай возьмем как криптообмен, да, потому что трейдинг... Физически. Или Да, да. онлайн, или офлайн. Надо Давай, разделять. давай возьмем и то, интересно и то узнать. Ну, если офлайн, можно делать это на двух случаях, как єдинособова діяльність господарча и на спулке. То есть ИП, либо компания. Да, спулка, наверное, больше подошла бы к офлайну, я бы отнес бы, ну так, чисто интуитивно. То есть можно и так, но потому что на офлайне идет оборачиваемость выше, да, потому что фиат больше проходит. И здесь налогообложение идет 9% тогда в таком случае. Если взять единоособовую, ей проще будет в P2P работать. А так, спулку, наверное, желательно спулку. Здесь... Окей, а расскажи еще про впис в реестр криптовалют виртуальных, про AML и про... И что-то еще там было. Ну и банковский счет, насколько... Сложно. Ну, если спулку открыли, если открывать на спулку, например, то с банковскими счетами сложновато будет, потому что когда приходит опция-краевец в банк с ПКД схожими на намекающие на деятельность, то есть есть уже, можно там комбинировать так, чтобы отвлечь и какую-то надо создать визуализацию, что ты будешь заниматься не только криптой, а вот у тебя есть магазин, там интернет, например, то увеличивает шанс на открытие счета. А так банки очень тщательно проверяют, могут задать вопросы, откуда деньги в капитал были вложены, допустим, либо же, что именно будете заниматься, показать сторону интернетовую, офис, то есть максимально, то есть будут спрашивать, выпытывать, потому что после начала войны, там спустя несколько месяцев, большой поток людей пришел, и, скажем, в Украине криптовалюта, она довольно-таки распространенная была, и так как много приехало, активность их действий увеличилась. Соответственно, банки многим начали открывать, и теперь об этом жалеют, потому что очень много арестованных счетов из-за того, что многие крутили P2P, либо же делали это безответственно, так сказать. И получается, у нас есть спулка, есть счет,
нужен впис в этот? Впис, да, это обычно это КНФ, там заходишь в интернете, это все делается, онлайн оплачивается, и всё. Там Не ждешь самое сложное. недельку, где-то прилетает тебе на почту уведомление, и все. Мгм. И AML, да? И AML, пройти? да, без AML, то есть тоже Ты, не можешь, получается- стартовать работать. Наверное, добавлю, какие есть еще услуги, да, которые можно получить через криптообмен. То есть человек, сидя в Украине, допустим, ему надо оплатить инвойс в европейской компании с европейского счета. Мгм. Он этого сделать там не может. Какие-то блокировки по банку, Ну, потому что, Минфины. например, НБУ, да, не выпускает. Да, валютные да, да. операции. Купить машину, не знаю, в Америке, оплатить американский счет. Товар оплатить в Китае, ну, то есть какие-то такие моменты. Просто фиат переставить, ну, как мы уже говорили, фиат переставить там в другую страну, это все можно сделать через криптообмен. Так как у меня на фирме я могу, грубо говоря, USDT превратить в безнал, превратить в наличку, да, то есть я могу получить от человека или наличку в каком-то городе, или USDT, я могу оплатить его инвойс там, в Турции, в Америке, оплатить в США с аукциона машину. Грубо говоря, Со такого. своей компанией, условно. Да. Или Окей, там то есть через- конструкция такая, сейчас это важно зафиксировать. У меня есть деньги в Украине, мне надо оплатить поставщику, допустим, за какое-то оборудование, да, которое я хочу купить. И с Украины я не могу выпустить, валютные операции не проходят, поэтому я плачу условно деньги в крипте, да, заношу реальные доллары, они превращаются в крипту скидываю тебе, и ты со своей компании официально оплачиваешь этот инвойс. Ну да. Ты знаешь, какие могут быть налоги для физических лиц, потому что на Ютубе, на нашем канале часто именно есть те, кто просто либо сами арбитражат, либо, допустим, торгуют, трейдят именно криптой. То есть он, ну, условно, там, у человека 100 тысяч долларов, он трейдит, у него каждый месяц появляется какая-то дельта, я не знаю, плюс 5% в месяц он эффективно трейдит. Вот 5000 он хочет официально здесь выводить и декларировать. Ты знаешь, как ему эти налоги платить или нет? Да, Пит, вообще ничего сложного абсолютно. Вот, например, он сидит, торгует себе, трейдит. Это касательно только трейдинг сейчас. Давай говорим, да? трейдинг, да. Трейдинг, да, потому что P2P это немножко P2P, другое. да, это... Другая история. Он заводит себе деньги, торгует там, купил биткоин, продал на USDT, купил эфир, с эфира там перешел, там, не знаю, в атом, Да, там, Солану. Солану, Еще и, куда-то. ну, короче, круг там себе делает, зарабатывает себе какой-то профит, там, на фьючах сидит, чем угодно занимается, на споте и так далее. В итоге у него появляется, например, там, положил десятку, получилось у него 12 тысяч в сумме, да, то есть 2000 профита. Ну, и, например, или больше, там, ну, не будем говорить сейчас о конкретных суммах, и проходит там год, он там торговал, и в конце года он, там, например, на начале следующего до 30 апреля, да, Марта. да, 30 марта, он должен подать ПИТ-38 о том, что у него был источник доходов, трейдинг, и в котором он описывает, что у него получился доход там, в размере, там, ну, если на злоты перевести, да, то, там, например, 9 тысяч, то есть 9 он тысяч злотых, например. И он подает их, декларирует, и с них он платит ПИТ-38. ПИТ-38 составляет на этот полученный доход. Если человек торговал и продолжает торговать на бирже, то есть эти деньги постоянно у него в обороте, и Да. никуда они не исчезают, то есть он их не выводит в свет на карту польскую, Фиат, там, да? фиат никуда не выводит, а продолжает их дальше держать в криптовалюте, он держит их как капитал. То есть Ну по да, факту он же не платит. он не платит налог. Но когда он захочет выйти, то тогда получается такая история, что ему нужно будет составить этот отчет, то есть можно раз в году его по факту. Окей, и это 19%, ты не помнишь? Да, 19. И по идее, если 19%, то это же без ограничения, без 120 тысяч злотых в год. По поводу ограничений мне будет сложно вам сказать. Но знаю, что 19%. Даже есть на сегодняшний день программа онлайне, можно зайти с того же, например, там, Binance, да, взять, выгрузить данные в эту программу, и он сам тебе посчитает твой профит. И высчитает тебе налог. Полностью все транзакции. Да, полностью. Окей. Он сам подгружает, он все это видит, и это можно сделать, и по факту выдаст таблицу, сколько у тебя там получилось, и эту информацию подать. Окей, в чем сейчас заключается ваша бизнес-модель? Смотри, поначалу, как это все начало появляться, и как я думал, что это просто как обычный обмен доллар-евро. Да. Да? То есть приходит человек и говорит, у меня есть... Да, там, ты зарабатываешь на курсе на покупки и на продаже, Да, то есть сначала- USDT. ага. Да. В общем, все то же самое.
То есть ты И- просто зарабатываешь на курсе, Да, 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 То есть да. ты, у тебя обменник, который зарабатывает на разнице курсовой. Там чуть-чуть есть маленький зазорчик, Да. да, условно. А как эта конструкция на практике выглядит? У меня есть 10, я хочу 10 тысяч долларов получить. Цена на рынке меняется. То есть на данный момент даже обмены 1 к 1. В некоторых моментах даже можно там, когда есть спрос большой на рынке USDT, Да. то за твой USDT могут доплатить. То есть у тебя есть 10 тысяч USDT, ты приходишь ко мне, если на данный момент есть спрос, я могу тебе доплатить 1,5%. То есть ты Ага. получаешь 10 тысяч 150. А в чем твоя выгода? Я его продаю дороже. То есть если раньше ты зарабатывал, грубо говоря, 2 года назад на продаже и на покупке, Да. то есть у тебя круг мог быть там 2-3%. Сейчас у тебя осталось где-то 0,8%. Потому что Ого. ты закупаешь за 1,5, продаешь по 1,8. В чем весь нюанс? Потому что когда ты открываешь именно обменник непосредственно в одном месте, и планируешь зарабатывать, что тебе пришли, купили, то, я же говорю, спред 0,8%. А когда у тебя с опытом появляются у тебя руки по всему миру, то есть у нас 5 касс, Варшава, Гданьск, в Болгарии, Вене, в Украине в 3 городах. Это именно свои кассы. Все остальное это... А что значит касса? Это значит, человек может прийти и там как бы конкретно ваша Ну, это организация? именно, я имею в виду свои кассы, это там свои люди и наш оборот, Ага, окей. наши средства оборотные. А так вообще любую операцию можно сделать практически по миру. Окей. Везде. Дубай, Китай, Бали, Америка, Канада, вся Европа, вся Украина, то есть без проблем. Окей. Это работа уже идет через партнерство. То есть, когда у тебя есть такие возможности, ты, допустим, закупая в Варшаве там, с доплатой за 1,5, но ты в Испании или в Лондоне можешь продать за 7%. Ого, даже такое может быть спред? Да, да, да. То есть настолько Ну, может в Лондоне- быть спрос другой, В да? Лондоне, допустим, был вот неделю назад, чтобы купить USDT, тебе надо было доплатить 7%. А, чтобы тебе купить, надо было Да, 7% да, доплатить? Обменники это база вообще в крипты. Чтобы тебе попасть в крипту, тебе надо Завести деньги туда деньги. завести. Да. И так же самое. Но если ты не деньги хочешь их оттуда заводить вывести. через Binance, где ты Ну, проходишь... Binance это все через карточки. Да, Ты через карточку, тебе надо проходить верификации, суммы Понятно, тебе могут короче, блокировать. Что делать, если заблокировали, и какой-то поделись опытом по этой ситуации? По факту, как это происходит, приходит уведомление простое, ты не можешь просто зайти в банк, вот и все, в аппликацию, не залогиниться через сторону интернетовую, все, ты заблокирован. Первое, То что есть тебе делаешь, просто тупо приходит письмо на почту? ничего что... не приходит, А, ты просто ничего. не можешь зайти в банк, не можешь понять почему. Окей, то есть там вообще Ты разговор такой короткий. на инфолинию: здрасте, я там такой-то клиент, меня заблокировали. Я такой: да, есть такое, там у вас одна транзакция, которая нам не нравится. Такой: опа, что делать? И выход такой простой, то есть первые 72 часа после блокировки, а когда они наступают, ты можешь узнать, когда ты только зашел. Ну да, по факту. Если ты пару дней банк не проверял, То это то уже дни- пару дней уже протикало. Да, понял. Это твои проблемы. Мгм. Надо написать письмо специально, чтобы отблокировать, прийти в банк, там, можем, скажем так, в индивидуальном порядке проконсультировать, как это сделать по ситуации, которая произошла. Попробовать еще разблокировать его определенными способами. У меня есть кейс в этом плане, опыт тоже. Если получается это сделать, сразу бежать деньги снимать. Мгм. Просто В любом случае, да? Типа в ту же даже секунду. Просто ты вышел с банка, бежать в банкомат, ближайший или в кассу, снимать сразу всё, же что при есть. них снимать все, что до копейки, и убегать. С этими деньгами довольный, потому что ты это сделал. То, что ты их забрал, и их все-таки не доблочили до конца, да? Ну, то есть ты их убедил в какой-то момент, пока они там такие: блин, ну он, наверное, был прав. А потом доходит до каких-то специальных там у них службы, До там, службы да, безопасности, я понял. доходит более глубже, там, где еще какой-то эксперт недоэкспертил тебя, и ты тогда, они его ставят опять на блок. Вот. Так, а я не понимаю, в чем проблема? Ну, типа, ты как бы криптовалюты разрешены, впис виртуальные, Объясняю, почему это Криптовалюта? происходит. Например, ты торгуешь P2P. да. Тебе прилетает, ты мерчант, тебе прилетает ордер на покупку криптовалюты. Но тебе указан твой счет, либо же чек, ну, этот блик. Мгм. Создается заявка, там, например, тебе закидывают деньги в нормальных там суммах, например, клиент прям сыпет тебе, такой думаешь: о, хорошо. Ты скидываешь криптовалюту по процессе. Мгм. То есть он тебе деньги, ты ему крипты, и вы так меняетесь чуть-чуть. Деньги уходят, да. Ты как лицо-посредник, получается.
ты не можешь быть там 100% виноватым, да, потому что ты, как бы, даже если все проверил перед этой транзакцией, Ну да, ты ж как банк, ты как бы единственное звено для банка. Вот есть отправитель, Мгм. а вот есть получатель. И это получатель ты. И ты получал денег, а этот сидит и такой... Получается, он скамер, да, типа? Да, он с камерой. И сидит этот мужик или И женщина. пишет заяву на тебя. И да, такой, условно? типа, смотрит, нет денег, звонит этим, ну что там, как там с моей криптовалютой. Да. А они не алло, трубки не берут, уже там, типа, абонент, не абонент. И, естественно, он что делает там? Если отдупляется сразу, то есть те же сутки или же на следующие, что он понимает, там, а то и через 2 может там догнать, что его кинули. Он звонит в банк, меня оттуда все, типа, деньги, там, заморозьте транзакцию. Пишет, бежит заяву в банк там, или в полицию, не знаю куда. Мгм. Ну, скорее всего, в первую очередь в банк бежит. Банк сразу же что делает? Проверяет, куда транзакция пошла, да? Ну, смотрит, куда транзакция пошла, сразу же блочит. И второй есть еще момент, как это происходит, есть бот в банках, который отслеживает подозрительные транзакции. Просто если их много подозрительных каких-то, да, то Вот он в срабатывает одни триггер. руки идет, что-то льется. Он приостанавливает этот процесс. Этот процесс отправляется эксперту, который сидит за монитором и смотрит, что не то, и нажимает кнопочку блок, все. И все. Окей. И тут есть вот эти 72 часа, в которых нужно просто как пулей бежать и активно действовать. И вы с Но- такими кейсами работали, да? Да, работали, но могу сказать, ну, есть как успешный, есть неуспешный. Соответственно, могу сказать, что на сегодняшний день еще сложнее это сделать. Мгм. То есть Да. по факту, если блок прилетел, то есть там 90% шанс, что все, да? Да, вот у тебя, да, так 10-5% То есть, получается, на лучше- успех, на то, что банк, ну, зависит 5 опять-таки от суммы. 5%. Да, зависит от суммы, о том, что, то есть, если там сумма небольшая, ну, то радуйся, что она небольшая, заблокирована. Но если у тебя на счету немного, потому что тебя блокируют не транзакцию, блокируют весь счет. Все. Все, под ноль. Окей. Если ты пришел со своими деньгами личными, отправил на счет там человеку, взял криптовалюту, не ушел, то есть и ходишь так постоянно, например, делаешь, то тебе, ну, по факту здесь рисков особо нету. Ну, могут там банк спросить, вы знаете, кто это такой, от кого приняли и зачем вы это сделали. То есть есть банки, которые прям могут перезвонить, а есть банки, которым, ну, как бы еще Ну да. которым всё еще нормально, да, то есть реагируют на это. В прокуратуру тоже можно написать письмо. Это, ну, нужно написать даже письмо. Мгм. Тоже есть пример, как это делать. После написания этого письма все идет уже в процесс досудебный, так сказать. Разбирательство, Походы кто в виноват. полицию, давание показаний и так далее. То есть кто ты, зачем, от кого, для чего. Ну, то есть в полиции вообще не понимаешь, там ты приходишь, говоришь криптовалюта, они... Вопрос такой, как выбирать криптообменник, чтобы тебя не развели. Несколько раз мы эту тему затрагивали сегодня, потому что тоже ж как бы наличие офиса, ну, офис можно снять, заднюю картинку эту Ну можно да, на один нарисовать. день, да. Ну, как уже говорили, да, то есть это официальная история должна быть, как можно проверить по НИПу, Мгм. что это, кто это, где находится, как долго это вообще существует. Да, это такая история. Ну, не вестись на дешевые проценты, как в телеграммах, знаешь, рынок, допустим, сегодня там, пускай 2%, люди говорят, 0,5 нашел в телеграме, кто-то скинул контакт какой-то, Мгм. сейчас поеду, и там начинается, а где встречаемся? На парковке, в машине. Деньги отдал, получил, посчитал, вроде окей. Лично у нас было 5 историй, где люди с рук получали деньги, там была половина фальшивых или еще что-нибудь. Или наводка, потом человек уезжает на машине, вышел за кофе, все, стекла разбиты. Ну, всякие такие истории. То есть, а так, когда в офисе есть машинка, ты приходишь, тет-а-тет поменялся в здание, где есть камера, видеонаблюдение, охрана. То есть это более как-то так получаешь сервис. Окей. Ну и по поводу скама, куда надо обратить внимание на этих моментах, да, покупки, продажи, получения криптовалюты. То есть кошельки никому не давать свои кошельки. Ты когда регистрируешь кошелек, у тебя есть там 12 фраз, или если это на бирже, то просто верификацию проходишь. Никому ничего, никакие-то проекты, никогда никому ничего не давать. Потому что ты можешь получить себе на кошелек деньги, в течение секунды твоих денег там не будет. Тоже популярная история. Хватает в этой сфере разводников. Много нюансов. Нюансы есть такие, что
когда тебе скидывают крипту, ты не знаешь, кого-то попросил разобраться, расскажи, что да как, почему. И в кошельке, когда ты получаешь криптовалюту, приходят, допустим, тебе 10,000. То есть это 10 тысяч, и в конце там после 3 нулей точка. Когда ты поставил, грубо говоря, новый кошелек, тебе придет $10 точка 000. Ну, ты не сильно разбираясь, точка, там, запятая, что там должно быть, ты такой, ну да, окей, 10 тысяч. Ты человеку даешь 10 тысяч, думая о том, что тебе... Ну, это просто невнимательность. Очень часто такая есть штука, когда на невнимательность ловят, так же самое нам, заявки прилетают, кто-то кого-то пишет через третье лицо, сейчас кто-то подойдет, курьер. Говорит, 17 тысяч, скидывает $17. Я говорю, ну, что дальше? Я говорю, где остальные деньги? Все, человек пропадает сразу. Ну, не получилось, не фартануло. Но надо быть просто внимательным. Хорошо, смотри, давай $500 поменяем. Вот они, $500. У меня, значит, есть USDT на троне. Я хочу их тобі надіслати. Ты мне показываешь вообще QR, да, сразу? Ага, оно вставило, получается, Да. сюда этот. Я вписываю $500. 499,80 придет. То есть, получается, я тебя на 20 центов заскамил. Переказ. Підтвердити. Так, у меня улетело. Проверяем у тебя. Да, есть. Есть, да? Ху-ху! Победа! И я забираю свои честно заработанные. Смотри, я в печатные машинки не верю, поэтому я привык руками 3, 4, 5 бумажек. Продано. Так есть. Вот так вот это работает, да? Спасибо, мама, за переказ. Да. Ну или так же самое, человек приходит, продает USDT, хочет купить, дает наличку. И То есть он пришел с наличкой, говорит, вот у меня там $500, дайте мне USDT. Да. Так же самое, в Окей. течение минуты получают USDT, выходит, все. Окей, принято. Насколько безопасно такие сделки делать? Ну, вживую еще окей, а если это удаленно, да, то есть насколько люди доверяют вообще такой теме, криптообменникам? Удаленно ты имеешь в виду? Ну, условно, безналом? я нахожусь в Кракове, понял, и ты находишься в Варшаве. Я хочу с тобой сделать обмен. Как я должен точно понять, что я там тебе доверяю и вообще убедиться, что все в порядке будет? Если именно в Кракове, мы также самое, человек обрабатывает с оператором заявку, получает адрес, где это будет происходить в Кракове. Ага. Ну и все то же самое. Приходит. Да, все то же И самое я так пересылаю происходит. деньги прямо в присутствии человека, да? этого? Да. Все то есть, же самое, все условно, на месте, в офисе, то есть это не на каких-то там парковках, где-то в торговых центрах. Все будет в кассе, где-то на офисе. Что бы ты пожелал людям, которые, во-первых, могут воспользоваться какими-то вашими услугами, да, там переставить деньги, либо обменять, вывести, завести? Что бы ты посоветовал тем, кто может вашими услугами воспользоваться? Что бы ты посоветовал тем, кто вашим коллегам по цеху, которые будут вам после этого видео, возможно, писать о том, что там, давайте либо партнериться, либо расскажите нам, пожалуйста, как это все делать на практике? Как сказал, если, допустим, попартнериться с коллегами по цеху, то все, в принципе, нормально. Есть те ребята, с которыми мы сотрудничаем, там, друг другу помогаем, да, когда чего-то не хватает, допустим, для своего клиента, друг другу перекидываем. Закрыть, да, какую-то Закрыть цифру? потребность. То есть это нормальное явление, и здесь доверие — это главный фактор. Вот. Оно только временем, ну и то с осторожностью нужно к этому относиться. А касательно, если говорить про потребителя, да, для людей, то рекомендовал бы не сторониться криптовалюты. Ничего страшного здесь нет, она не кусается, наоборот, приветствует людей. И если ты в этом ни в чем не разбираешься, то спокойно можешь приходить, подскажем, объясним, поможем, даже кошелек установить сделаем. То есть это делается очень быстро. Не нужно будет для этого каких-то там верификаций делать, то есть на DeFi, и любую консультацию. Плюс, если говорить про финансовые услуги, помимо криптовалюты, купить, продать, да, себе на кошелек, то по факту можем сделать перевод наличных денег с разных городов, стран в другие. То есть, например, сейчас на сегодняшний день популярные очень, ежедневно заказы — это с Украины, любого крупного города, областного центра, переставить в Варшаву, либо по другим городам.
То есть человек зашел в отделение, пересчитали деньги, через час, там, в течение дня. То есть, условно, вам клиент дает деньги в любом там, эквиваленте, виде, да, в виде. в любой валюте, и вы просто, так как у вас есть юрисдикция здесь, можете помочь ему по транзакциям, условно купить, там, заплатить за какой-то аукцион в Америке, за его автомобиль. Если Скарбованка, да, или уже он там просит вам показать свои, там, вы подали свои ПИТ-38, подали там, да, годовую декларацию, и, например, Скарбованка просит вас подать, если еще что-то, о чем бы вы хотели бы сказать, например, там, каких-то материальных ценностей, дорогие часы. Да, если купил часы за 30 тысяч долларов, там 50, то тебе надо с них заплатить подоходный налог. То есть, то есть налог на роскошь, он везде присутствует. И так же самое, да, это же самое на криптовалюту, например, если ты говоришь, у тебя спрашивают, там, доход ты показал, да, там какой-то годовой, и еще, говорит, спрашивают, а у тебя есть еще деньги, там, какие-то, может быть, в криптовалюте? Ты такой, не-не-не, нема. Ну, тут есть два таких момента, которые можно расформировать. Я не знаю, то есть может быть, это как на какой-то момент. То есть если на бирже, биржа хранит информацию 5 лет. Да. И если Скарбонка придет на 4-й год, с тобой очень заинтересуется, а ты там 3 года назад купил криптовалюту и нигде об этом не сказал, то тебе выставят штраф 75% от суммы. Окей, интересно, полезно. А если придет 5 лет, ты там, все, ну, нету, данные стерлись, повезло. Но есть второй способ, как от этого запастись, это DeFi кошелек, Trust Wallet, там SafePal и так далее, там, или холодный кошелек. Там, где no name, то есть никто... Просто на блокчейне. Да, то есть... Могут ли фирмы в Европе оплачивать и получать крипту на счет? Как это практически выглядит? Ты сказал за товар, что это как товар. Объясни, как это работает, конструкция. Да, то есть фирма так же само получает фактуру на покупку USDT, оплачивает фактуру, и у нее на балансе на фирме числится там 10, числится, да, 10 тысяч, грубо говоря, USDT. Да. Многие спрашивают, идет ли это в расход фирмы, то в первый месяц, да, это можно списать как расход, второй месяц как расход, грубо говоря, ты каждый месяц покупаешь по 10 тысяч USDT. Но в конце года тебе надо будет отчитаться, где USDT. Где USDT, да. Грубо говоря, или ты их заинвестировал в биткоин, ты должен там отчитаться, упал он или не упал он. Если я хочу с фирмы на фирму, у твоей фирмы купить крипту, то ты мне выставляешь инвойс на продажу там 10 тысяч USDT, да. Я тебе перевожу условно, у меня есть валютный счет там в долларах, я тебе за 10 тысяч... Или злотых, ты можешь даже злотых перевести. Да. Ну, допустим, чтобы упростить математику, и в 10 тысяч долларов плюс там 200 долларов, да, 10 тысяч 200 долларов, я у тебя эти USDT покупаю. Да. Правильно? Да, да. Все, они у тебя с баланса списываются в компании, у меня на баланс падает. Все, теперь у меня на балансе 10 тысяч USDT, за которые я заплатил 10 тысяч 200 долларов. Да. Такая логика? Да, да. Окей, принято. Что с ватом, ты не знаешь? То есть если мы транзакцию делаем, то ват тут возникает или нет? Не, она без вата. Это без вата, да? Это деятельность извольненная с вата. Извольнена, да. Окей. Что нужно, чтобы легально вести этот бизнес в Польше? Открыть спилку. Впис КНФ – это впис в запись валют виртуальных. Ну, процедура вот это ML, как я рассказывал раньше. Ну и все, открыть счета в банке. Мы еще обсудим про счета в банке, Да, кстати, да. потом. И все, да, можешь, да, можешь можно работать. Насколько сложно вам было открывать банковский счет под крипту? Были ли блокировки? Расскажи про это. Смотри, под крипту банки тебе не откроют. То есть ты Со открываешь, старта, да? Да, то есть, ну вообще они... А какой там ПКД, ты не помнишь? Вид деятельности. Интернетовые, маркетинги. То есть там даже нет про финансы ничего? Нет. Окей. Потому что если есть ПКД діяльність і зв'язана з фінансуванням, да. это ты уже там чуть ли не банковский процесс Сектор, открытия, да, сектор банка тебя, да. Окей. Поэтому... То есть у вас формально у вас это выглядит как интернет-маркетинг, там партнерский маркетинг, да? Да. И что еще по банку? Где у вас счет открыт, в каком банке и насколько сложно было это все? Были во всех, в которых можно, но осталось 2, потому что все остальные заблокировали. Дай я угадаю, это Сантандер и ПКО Банк Польский? Да, ПКО Польский остался, работает. Остался. ПКО Банк Польский тримается. Да. Ну, Сантандер нет, Сантандера у нас не было, были Millennium, М-банки. Они блочили просто? Да. И все? Иных банки, да, ну, потому что мы были без опыта.
Мы не понимали, что, как, почему решать эти проблемы. Ага. Потому что, ну, это мы дальше, может, поговорим по поводу P2P, Ага. какие есть вообще Конструкция. сферы, да, сферы в крипте, что это не только там криптообмен и все. Мгм. Но многие позакрывали счета, да. Мгм. То есть они вам закрыли и деньги не вернули или вернули? Минус 12 тысяч. Окей, офигеть. Что нужно делать, чтобы счета не блокировать? То есть какая конструкция? Ты говорил, чтобы в инвойсах что-то не писать, да? Там. Ну, где используются счета? То есть есть такой вид продажи крипты, как P2P называется. Мгм. То есть там, где взаимодействуют два человека. Мгм. У тебя есть крипта, у меня есть на счету деньги. Да. Мы меняемся в одну сторону или в другую сторону. То есть кто-то получает на банк деньги, кто-то отправляет с своего кошелька или наоборот отправляет. И все это нормально работает, пока не появляется третья сторона. Мгм. Это, ну, происходит это на биржах, на Binance, на Bybit, то есть через биржу эти все транзакции происходят. Мгм. Как это сделать, чтобы это не происходило, чтобы твои счета не закрывались? В первую очередь, это ты показываешь документы, что ты официально можешь этим заниматься. Мгм. Ты можешь торговать криптовалютой. Мгм. То есть банк прям запрашивает, да, и ты... Ну, такой- это надо сделать в течение 48 часов. Есть такое правило, нам говорили, что пока ты не решишь свою проблему в течение 2 дней, чтобы это не пошло дальше, Да. в общую, то есть, грубо говоря, Котел, сейчас да? попадает какому-то одному человеку, который там разбирает 50 дел. Если за 2 дня он ничего не решает, он такой, там еще и крипта, все в общий котел, да, В общий и котел, да. там ты можешь ждать 6 месяцев, 7 месяцев, ну и толку никакого не будет. То есть тебе главное в течение 2 дней решить Реагировать, проблему, да? прислать, да, в банк, спросить, почему заблокировали счет, прислать все документы. И когда ты с человеком производишь обмен, больше 1000 евро, ты должен у него так же само взять email. Должен попросить у него, чтобы он прислал паспорт, чтобы он подтвердил, что он делает эту транзакцию не связанной с третьим лицом, что только в этой транзакции ты и он участвуют. Мгм. Он все это в имейле подтверждает, все скидывает документы, все, ты все сверил. Тогда Сканы, ты- да, там какие-то? Да, тогда ты производишь обмен. И когда у тебя блокируется счет, ты в банк просто предоставляешь, смотрите, я такой-то, могу это делать, вот с человеком переписки, то есть все предъявляешь, и у тебя не 100% гарантия, что тебе сразу, ну все, извини, вот получи обратно. Но 80% случаев это тебе поможет, Мгм. Окей. а разблокировать сразу счет. Окей. И вы такой кейс реализовывали, да? То есть у вас Да, так да, было? да, да. У нас было, и биржи блокируют счета, так же само Binance, Bybit. А у вас Bybit. там корпоративный счет или Не, необычный. личный, да, просто? Да, да. То есть мы используем просто как кошелек или зайти на биржу, купить какую-то монету. Мгм. Поляки, допустим, если поляки приходят, они в основном всегда покупают только биткоин. Они не работают в USDT. Я хочу там 0,5 биткоина и все. Тебе надо зайти на биржу, купить биткоин и скинуть. По курсу, да? Окей. Да, да, да. И давай подытожим. В итоге, криптовалюты это легально или нет? И можно ли ходить спокойно вообще, если ты такой Да. бизнес ведешь? Да, криптовалюта легальна абсолютно, то есть как для физика может держать ее, хранить И даже это трейдить? трейдить, да, и как диверсификацию своих денег делать, то есть на стейкинг какой-то ложить, там, безопасных площадок, проверенных, то есть, пожалуйста. Если говорить про ведение бизнеса в Польше, это легально, то есть сертификации проходят в специальных учреждениях, КНФ, пожалуйста, тоже можно это делать. P2P тоже можно заниматься, это легально, просто банки не сильно это любят, и только. А так, все это легально. Все, что ты зарабатываешь, делаешь это по-правильному, официально, платишь налоги. Why not? И спишь спокойно. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его инсту. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!